Всем привет! Тема моего доклада — это применение 3D в дизайне интерфейсов. Меня зовут Олег, я дизайнер в HoloLab. Уже работаю 4-й месяц, очень доволен. И спасибо HoloLab за такую возможность провести доклад. Я как будто бы на дизайн-просмотре. Хочу сказать спасибо Владимиру за помощь в подготовке доклада. И вообще спасибо ему за все. Задавайте свои вопросы в чат. Я после стрима загляну в чат, посмотрю и постараюсь на все ответить, если будут вопросики. Чтобы писать вопросы, нужно зарегистрироваться на Твиче. Хочу начать с того, что вообще-то тренд на 3D растет. Мы с вами делаем сайты без 3D, а тренд в это время на 3D растет. Я зашел на Awards. Это Awards за понедельник, то есть тут буквально нету еще пару сайтов. И вот в выигранных веб-сайтах 6 штук из 12 они содержат 3D-элементы. То есть это примерно половина. Да, наверное, какие-то обычные сайты не так много 3D имеют, но если мы хотим быть в тренде и идти в ногу со временем, то, вероятно, стоит подучить немножко 3D и использовать его в вебе. Я выделил два таких вот основных момента, как использую 3D в вебе. Это если есть визуальная концепция на 3D, то есть, допустим, тот же Spline, если вы знаете приложение для 3D-редактора онлайн, вот. У него визуальная концепция построена на том, что он как бы 3D-редактор, там много 3D-элементов. И, в принципе, вот так вот много где, возможно, даже финтех такое любят, всякие стартаперские темы. И еще используют PDF в качестве интерактивных элементов. То есть, чтобы пользователь как-то мог взаимодействовать с ними. Там прикольный ховер или по скроллу что-то, какая-то анимация происходит. Это обычно такая промовая тема, когда нужно сосредоточить пользователя на каких-то данных, либо его удивить, чтобы вот он задержался на сайте, сохранил впечатление о нем. Дальше я покажу немножко примеров разных. Вот это в основном иллюстрации будут. Они тоже немножко как бы интерактируют с пользователем, когда он скроллит, они вот здесь текст закрывают или еще что-нибудь. Но в основном это используется просто в рамках визуальной концепции для того, чтобы применить какую-то графику. Может быть, что-то вот такое вот простое. Это как будто бы два макапа айфона, и в них интерфейс, но это уже производит некоторое особенное впечатление, чем просто показать экраны. Или даже вот здесь это совсем экраны, вроде бы скучные, но из-за вот такого вот эффекта как бы тенюшки и будто бы они имеют объем, получается прикольно. Здесь вот вообще главный экран анимируется очень прикольно. Вот эти вот блоки туда-сюда двигаются, меняют свое расположение, трансформируются. Ну и видно, что здесь это визуальная концепция, что у этого банка, что вот этого приложения. Это просто иллюстрация для чего-нибудь, для какого-то текстового блока. Эти мне нравится. Вот это тоже заанимировано там было на сайте. Вот этот квадратик, он катится по ступенькам, и анимация зациклена. Это вот не очень красиво выглядит, как мне кажется, но все равно показывает тренд на то, что это модно и это используется.
Тоже главный экран вот это был, заанимирован прикольно. Вот эти вот штучки волнами идут, как доминошки. Здесь текст, кнопка. Вот, например, здесь демонстрация какого-то продукта, самолета. А вот это вот именно интерактивные элементы. Когда сайт настроен на промовость, и пользователь по скроллу, вот здесь вот, например, камера летала вокруг этой яхты. Это яхта, если тут не очень видно на мелкой картинке, но вообще это яхта. Показывала какие-то ее преимущества, какие-то фичи, которые она в себе содержит. И там еще музон такой был спокойный, прикольный. В общем, создавала атмосферу все это. Здесь это лицо, это вообще просто супер такая болдовая штука. И это лицо следило за курсором. Вот этот сайт вы, наверное, видели, он недавно а, везде был показан как прикольный. Айфончики просто крутятся. Просто ничего особенного, но создает классный эффект. Я хочу цель моего вот этого стрима показать, что вообще делать 3D это не очень-то и сложно. Я вам хочу дать пайплайн, по которому вы сможете добавлять 3D в свои веб-проекты. Для начала нужно увидеть потребность в 3D. Нужно понять, а вообще подходит ли 3D под тематику этого сайта. Является ли она каким-то типовым для данной сферы. Если мы решили, что да, окей, оно подходит, то мы должны написать, допустим, нам нужно заверстать блок какой-нибудь текстовый и сосредоточить на нем внимание пользователя, чтобы он не просто его пролистал, а немножко на нем задержался, посмотрел на прикольную 3D-шку и, может быть, прочитал текст. Поэтому мы напишем что-то типа сценария, просто что должно быть на картинке, какая идея. После этого найдем референсы. Референсы надо искать много, да, не один. По композиции несколько, по геометрии, какую мы хотим использовать, то есть модельки, какие мы хотим использовать. Тоже желательно несколько. Материалы, цвет. Ну и, в общем-то, все. Этих референсов может быть достаточно. Ну еще и по анимации, да, если вы хотите добавить анимацию, то желательно собрать рефер по анимации и добавить их в Miro. Потому что в Miro можно гифки вставлять, а в фигме... Ну и, кстати, в фигме тоже можно. После этого нужно найти все ассеты, которые мы будем использовать. То есть это модельки, текстуры, материалы. Я за то, чтобы не делать все самому, а искать какие-то бесплатные вещи, их комбинировать и создавать прикольные новые штуки. Насчет блокинга я не уверен, это скорее для каких-то очень сложных вещей, для сложных анимаций. Это когда мы просто расставляем кубы и смотрим, выставляем камеру, смотрим, как это будет смотреться по композиции. Если у вас что-то простое, то не обязательно этот этап проходить. Ставим сразу модельки, применяем материалы к ним, настраиваем цвет и рендер. Цвет и материалы можно менять местами, это как вам удобно. Я обычно сначала делаю материалы, потом цвет. Вот, например, референс, который я нашел и хочу повторить сегодня. Потребность здесь какая? Нужно сверстать секцию сайта. Как я уже говорил,
да, на который мы хотим сосредоточить внимание, чтобы пользователь задержался, покрутил, повертел эту 3D-шку, почитал текст. Идею я описал такую. Абстрактная фигура, которая будет следовать за положением курсора, а рядом будет текстовый блок. Ну, конечно, можно проработать подробнее, а, а а может быть и этого достаточно, как вам удобнее. Вот и под эту идею я нашел вот этот вот референс на одном из сайтов. Вот фигурка, она сначала как бы плоская, а когда ховер вот этой вот области, когда курсор начинает ховерить вот эту вот квадратную область, она превращается в 3D-шную, и она вот так вот аккуратненько, неспешно следует. Ну, скорее, она не следует за курсором, она просто меняет свое положение в зависимости от положения курсора. Так, сколько времени? 15 минут прошло. Нормально иду по графику. Подобрал референсы вот по геометрии, как я говорил. Вот это что-то типа абстрактной сферы. Вот такое вот. Вот референсы по материалам. Мне понравилась вот такая вот пластмасса, какой-то пластик, вот такой вот блестящий. Э, Что-то такое вот похожее на неоновые цвета, но более и пастельное. И вот реф по свету. Но я вот сейчас вот думаю, что он не очень применим конкретно к этому. Мои идеи. Хотя чего, вполне применим. Вот, например, на вот этой вот сфере классные блики вот здесь вот и сбоку. Вот можно что-то такое подумать. Где мы ищем модели? Переходим на сайт Sketchfab и пишем наш запрос, что нас интересует. Меня интересовала абстрактная геометрическая сфера. Обязательно нужно клацнуть на кнопочку Downloadable, а это типа бесплатные модельки. Выбираем, которая нас интересует. Вот это. Здесь будет кнопочка «Скачать», и выбираем формат FBX. FBX-то лучше всего работает для моделек, может быть еще OBJ. А остальные, с ними чуть больше проблем, чем с этими двумя. Так, модельки скачиваются с этого сайта, и еще нам потребуется плагин на Blender, Blender Kit. Я оставлю ссылку на него потом. Из него мы достанем материалы, DRI-карту и все остальное, что потребуется. Наконец-то переходим в Blender. Я думал, что презентация затянется на дольше, но значит хорошо, будет больше времени на все остальное. Скажите, как ваши впечатления? Что думаете? Вообще слышно ли меня? Це гуд. Це добре. Так, запускаем Blender. Новый файл. Там, где вы будете скачивать Blender Kit плагин, там будет инструкция по установке. Там она супер простая. Я думаю, вы разберетесь. У меня он уже установлен. Так, заходим вот сюда, справа в панель и удаляем здесь все. Здесь ничего нам не надо. Мы все будем выставлять по новой. Как его удалить? Так, теперь импортируем сюда нашу модельку. Вот, выбираем FBX, у нас же FBX. Вот она у меня сохраненная.
Пошел импорт. Вот она очень маленькая оказалась, поэтому я ее попробую сейчас увеличить в 10 раз. Увеличиваем вот здесь вот в параметрах трансформирования ее scale, получается, масштабируем ее по всем осям. Вот и она. А теперь нам нужно создать камеру. Я ей всегда сбрасываю здесь вот эти вот вещи. И потом заново, чтобы выставить. Вот. Если мы зайдем вот сюда, вот мы увидим, как вид с камеры. Ну, получается, камера у нас сейчас в той же точке, где и моделька, поэтому ничего понятного здесь не видно. Ее нужно немножко поднять. Вот по оси Z мы ее поднимаем. Где-то на 2 метра, наверное. Взглянем. Ну, вроде окей. Не, наверное, надо чуть увеличить. Сейчас сделаем. А теперь я хочу сделать фрейм квадратным. Это захожу вот сюда вот настройки. Это что, рендер? Output. И делаю здесь фрейм 1080 на 1080. Чуть камеру опущу, чтобы моделька была покрупнее в кадре. Все, теперь можно выйти из режима камеры или снова в него зайти. Это не принципиально. Так, какой у нас дальше этап? Давайте настроим материал. Через Blender Kit заходим вот здесь вот, выбираем материалы и в поиске пишем, у меня там был пластик в референсах. Сейчас что-нибудь напишем, связанное с пластиком. Так и напишем. Вот куча всяких разных материалов. Мы просто можем клацнуть на него, на любой. И он скачается и применится. Здесь такая фишка, то что вот кажется, что ничего с ним не произошло, никакой материал не применился, но мы находимся в режиме редактирования именно моделек. Если мы хотим посмотреть, как оно будет на рендере, как будет ложиться текстура и свет, мы должны вот здесь вот поменять режим. Это уже потребует больше ресурсов компьютера, поэтому не всегда удобно с этим работать, но чтобы проверить, как оно будет выглядеть, можно. Вот это режим работы, я так понимаю, с материалами и светом, то есть такой вот базовый, без мощного рендеринга. А вот это вот уже полноценный рендеринг во viewport. Вот это вот, где мы с вами находимся, это viewport. Для того, чтобы не грузить сильно компьютер, вот здесь вот настраиваются параметры. Кстати, надо выбрать Cycles. И в конечном рендере. Я поставлю себе где-то 16, чтобы сильно не нагружать комп. И вот в конечном рендере 64.
Так, надо, кстати, сохраниться. Всегда сохраняемся, это очень важно. Особенно в блендере, ну, вообще во всяких 3D-программах, потому что если вылетит, то все будет печально, ничего не сохранится. Вот, мы добавили материал, но если мы заходим в рендер, то мы ничего не видим. А это потому, что у нас нету света. Давайте добавим HDRI-карту. Это типа мировое освещение. Только я хочу, наверное, вот такой вот пластик. Также заходим в Blender Kit, вот в эту вкладочку найти HDRI. Ну, либо если у вас где-то есть другие ресурсы для поиска HDRI-карт. Ой, я хочу вот этот. Такой вот неоновый. Окей. Тоже должен скачаться. И когда скачается, он применится. HDRI-карты находятся вот здесь вот, в этой вот вкладке World Properties. Как его закрыть? Вот, и теперь можем глянуть, как там выглядит наш материал. Опа. Уже что-то есть, но света все равно недостаточно. Надо добавить будет источники освещения и покрутить HDRI-карту, чтобы вот этой полоски здесь не было. С этого и начнем. Вот, заходим в HDRI, Surface. Так-то я выключу. Color и Vector. И вот здесь вот можем расположение HDRI-карты крутить. Ладно, покажу. То есть вот это вот мы rotation меняем, а вот это вот само, ух ты, расположение. Прикольный эффект. Можно добиться, если покрутить. Как-нибудь вот так вот. Назад покрутим. 20. И 200. Вау, вот это эффект. Так, хорошо. Сохраняемся. Короче, может даже лучше получится, чем я репетировал. Так, наверное, надо добавить сейчас уже освещение, потому что у нас почти все готово. Создадим Light. И я использую Spotlight. Вообще говоря, можно экспериментировать с этим всем, чтобы получились разные там эффекты. Кстати, я вспомнил для камеры, я еще вот здесь вот ставлю фокалку 120, по-моему, на, на таком фокальном расстоянии меньше перспективных искажений. Да, но когда меняю фокальное расстояние, фокусное расстояние, то нужно будет еще подвинуть камеру, подвигать камеру, чтобы она... Потому что ваш объект может выйти из кадра. Вот так вот. Сейчас выходим из режима камеры и будем редактировать, как у нас будет располагаться свет. Вот, выбираем лампочку вот эту, заходим в его настройки и поднимаем также по оси Z. Ну, здесь ось Z это вверх.
Ну и, по-моему, вообще во всех нормальных редакторах ось Z — это вверх. Чуть вот хочу, чтобы оно было сбоку. Вот так вот. И вот отсюда. Можно увидеть здесь вот этот вот желтый кружочек. Мы его зажимаем и направляем на сферу. Оно плюс-минус попадает. Если что, можно докрутить вот этими вот ползунками. Чуть-чуть. Вот надо опустить. Ну, в общем, примерно так. Тут, наверное, не обязательно прям идеально делать. Выбираем свет. И ему можно поменять цвет и мощность. Я сейчас тут фигану, наверное, на 1000. Зайду в камеру. Применю цвет материалы. И вот мы уже здесь примерно видим. Кстати, а если 10 выбрать? Видите, тускло сразу стало. То есть не добивает цвет. Еще я хочу сделать вот этот viewport прозрачным. Сейчас поищу. Вот это нужно зайти в настройки рендера, фильм и сделать транспарант. Вот, не видеть вот эту фоновую штуку. И хочу еще один источник света добавить сбоку, чтобы было два, было прикольнее. В принципе, делаю все так же само. Только в другую сторону. И на другой высоте. Я не рассказываю здесь про всякие вещи, как управлять випортом, как, ну, как навигировать вообще по блендеру. Я думаю, что очень много видеоуроков поэтому есть на YouTube, поэтому не очень интересно было бы рассказывать. Вот, выбираем наш второй свет, тоже добавляем ему мощности. И я хочу ему сменить цвет на какой-нибудь ядовитый, чтобы было веселее. Вот такой вот рефлекс ему добавить. Вот. Ну, практически все, можно сохраниться. Можно даже сохранить копию, чтобы, если что, вернуться потом к этому. А теперь я хочу сделать анимацию в этой сфере, чтобы она крутилась. Как будто бы, ну, как помните, на рефе, который я показывал, как будто бы она будет крутиться за курсором. Вот здесь вот есть настройки анимации. Сейчас будем ее крутить, добавлять ей ключевые кадры. Я хочу, чтобы моя анимация была где-то от 0 кадров до 60. Мгм. Ну да, как-то так. То есть, если ее рендерить в 60 кадров, то это получится где-то 3 секунды. Чуть меньше 3 секунд.
Вот. Ставлю на середину таймлайн и фиксирую здесь, нажимаю на сферу, фиксирую здесь вот эти вот положения ротейшена. Ставлю здесь ключи. Всё. Теперь я буду ее крутить в разные стороны. Крутить, вертеть. Мгм. Там, допустим, 50 минус 120 и, ну, это вообще рандомные как бы числа, и минус 40. То есть посмотрите, как вам нравится, чтобы она выглядела в конечном кадре. И так выставляете. И тоже зажимаем, ставим здесь ключи. То есть получается с 80 фрейма по 160 будет происходить вот такая вот анимация. Можно даже запустить и проверить. Опа! Вот. И теперь также делаем на нулевом кадре, но только сделаем такие же числа, ну как бы со знаком минус. Если здесь было 50, будет минус 50. Если здесь было 120, то сделаем просто 120. Минус 50, 120. И там было 40. Ставим ключи, вот это вот не забываем ставить, эти штучки. Ну все, красотища. Кстати, здесь нужно выставить нужное нам количество кадров. 60, ну, чтобы было плавненько, классно. Вот здесь вот в настройках вывода. Сохраняю. Вот уже поярче. Так, теперь я бы хотел еще, наверное, поменять кривые этих анимаций. Чтобы они не были вот такими вот прямыми, а были немножко, имели какую-то динамику. Это уже на вкус и цвет, как вам больше нравится. Здесь можно прям в общем, играться долго и экспериментировать. По-хорошему вот эту вот точку удалить и редактировать только вот эти вот ключи. То есть что здесь происходит? Когда мы его тянем по таймлайну, то есть вот здесь вот он на вот этом вот промежутке, он резко скакнет, анимация продвинется с одного положения в другое. То есть будет большое ускорение динамики. Оп. Нелинейная анимация. Ну, как бы в фигме то же самое. Просто здесь 3 вот этих вот параметра, а в фигме 2 получается. Но деление с тачпада с блендером работать почему-то легче, чем с мышкой. По крайней мере, когда графики редактирую. Здесь тоже, чтобы не было прямых линий. В таких графиках желательно не делать каких-то ровных вертикальных линий или ровных горизонтальных линий,
потому что в этих моментах будет в таких моментах будет замедленная анимация остановленная, и это не очень прикольно. Оп. Вот. Теперь мы видим, что сфера вначале медленно крутится, потом ускоряется и потом снова замедляется. Этого мы добились с помощью графиков. Все, сохраняем. Теперь, ну, по факту все. Мы практически уже все сделали. Осталось только отрендерить. Заходим. Вот так вот оно как-то будет. Заходим в настройки рендера. Здесь выбираем Cycles. Device. Ну, у кого что. Если у вас есть видеокарта в ноутбуке, то выбираем GPU тоже. Здесь вот еще в настройках, если у вас есть там NVIDIA видеокарта или что такое. Вот здесь вот надо будет выбрать вашу видеокарту. Она здесь не всегда включается. Даже если вы вот здесь вот выбрали, что вы будете рендерить на графическом процессоре, то вот здесь вот его тоже нужно выбрать, иначе не будет заметно. Все, сохраняем, смотрим, от какого фрейма до какого рендерим. Нельзя забывать вот этот момент. Нужно, чтобы отрендерилось не меньше и не больше фреймов. Выбираем формат, в котором сохраняем. Я для простоты сохраню в AV, JPEG, но по-хорошему бы надо сохранять в режиме TIFF. Вот в TIFF, RGBA, чтобы сохранилась прозрачность. И потом уже закидывать в After Effects, чтобы создать секвенцию и вывести нормальным видосом. Ну, это такое. Сейчас пока для простоты так покажу. Выбираем директорию, в которую мы это рендерим. Сделаем новую папку. Фреймрейт. И еще вот здесь вот нужно сэмплинг подобрать для рендера. Наверное, желательно ставить denoise, чтобы оно не было с шумами. Я выбираю 64 сейчас сэмпла, потому что MacBook довольно слабый, и какое-то большое количество сэмплов он не потянет. Если у вас компьютер помощнее, то можно и побольше выбрать здесь сэмплов. По идее, будет более качественная картинка, но надо знать, что до определенного момента она будет становиться качественнее, но потом вы будете увеличивать количество сэмплов, рендер будет идти сложнее, а картинка лучше становиться не будет. То есть здесь тоже есть такой предел, который чисто эмпирически находится. Так, для сегодняшнего урока, вебинара, доклада пока хватит здесь, наверное, играться. Надо рендерить. Нажимаем рендер, рендер animation. Надеюсь, сейчас у меня стрим не упадет. И пошел. Результатами. Вот, и будем видеть здесь. Вот у меня 2 кадра отрендерилось. Короче, я уже за кадром это все сделал, поэтому, чтобы не тратить время, я вам покажу результат. Примерно вот так вот.
Вот. И давайте теперь сделаем что-то похожее на тот референс, который я показывал. На вот этот. Я фигме супер быстро накидал вот такой вот типа экран. Эту маску я даже беру. Сделал вот такой кружок, сделал вот такой вот вектор, обвел. И ну, как бы и все. Ничего такого абсолютно. Это вот в отдельном фрейме все. И на отдельной странице. То есть на этой странице больше ничего нету. Заходим в Principal. Вообще это можно делать где угодно. Там в After Effects, где вам удобно. Я для простоты покажу Principal. Все вот это удаляем. Что нам предлагают? Не, его нельзя удалить, получается. Это так. Импортируем из Figma, выбираем здесь вот страничку, которая нам надо. Там как-то, возможно, вам надо сначала залогиниться. Нажимаем импорт. Вот, появился наш артборд. Нажимаем Command-D, дублируем его. Не, пока не надо, пока не дублируем. И просто сюда перетаскиваем наш рендер. Видосик. Его надо достать из артборда, засунуть в этот. Этот удаляем. Уменьшаем его. Помещаем его под вот этот вот эллипс. И редактируем его размер. В общем, чтобы он был как... Ой. Как наш субстракт вот этот вот. Вот этот. Добавляем его в группу Ctrl-G. G. Или Command-G. Так, потом я убираю opacity у этой группы на 0. И дублирую этот фрейм Command-D. Здесь я наоборот убираю opacity у субстракта. Делаю его 0. А группе возвращаю 100. Кстати, группу здесь надо растянуть. На весь вот этот вот квадрат. И эту также. Сохраняемся. Так, дальше теперь выбираем вот эту группу. Вот здесь вот есть молния. Молния. Нажимаем и выбираем Hover Inside. И как бы связано с вот этим вот фреймом. Здесь тоже выбираем эту группу. И выбираем Hover Outside и назад. То есть, когда мы ховерим вот этот квадрат, он будет превращаться в этот фрейм. А когда мы убираем ховер, то он будет превращаться в этот фрейм. У меня наоборот нужно здесь сделать opacity у группы 0, а у субстракта 100. Нет, тут 50 вроде было. А здесь у субстракта 0, у группы 100. 64, я 100 нажал. Все. Сохраняю. Hover Inside. Все, теперь выбираем группу. Вот здесь вот выбираем
Scroll. Да, scroll. Переходим в драйверы. Потом выбираем конкретно видосик и добавляем здесь драйверы на CenterX и на MediaTime. Тут таймлайн есть с минусом. Вот, выбираем где-то минус 300 кадр. Ставим здесь MediaTime точку. Вот здесь вот на минимальный. И положение вот этой штуковины тоже здесь вот. Возвращаем на центр. Так, возвращаемся к нулевому кадру. Положение тут так остается, а MediaTime вот здесь вот выкручиваем, ну, где-то на середину, чтобы, в общем, оно совпадало с нашим субстрактом кадр на нулевом кадре, чтобы оно было вот так вот совпадало. И потом переносимся на 300. Докидываем сюда MediaTime до конца и перемещаем нашу штуковину тоже в центр. Так, вот и все. Получается, что на нулевом кадре, когда мы перейдем от этого фрейма к этому, то нам покажет 3D-шку. То есть плоская иллюстрашка превратилась в 3D-шную. И потом, когда мы будем мышкой зажимать, туда-сюда водить, оно будет либо в эту сторону отклоняться, либо в эту сторону. Так, сохраняемся. Так, пробуем превью посмотреть. Опа, ну получается наводим, появляется 3D-шка. И получается, вот она как бы следует за нашей мышкой. Для того, чтобы такую анимацию передать разработчику, нужно вот здесь вот нажать запись и показать ему, как работает наша анимация. И там сохраним его как нужно. Тут рендер. Save. Пока сохраняется, пишите вопросики, потому что мы уже заканчиваем. Так, смотрим, что получилось. Ну, вот и все, наша финальная анимация как-то так выглядит. Можно применять в реальном вебе. Получается, это где-то за полчасика мы успели все это сделать. Ну да, я, конечно, предварительно заготовил все и вообще все это проделал. Ну, где-то, наверное, если наловчиться за час, за полтора, можно делать спокойно вот такие вот анимации, уже готовые практически для передачи в разработку. Такс. Ну что,
Вот еще хочу вам полезные ссылки скинуть для а, тех, кто работает в HoloLab. Я скину в тред трансляции их. Для тех, кто вдруг не работает в HoloLab, то вот здесь вот QR-код на мою тележку, в которой будут эти ссылки и ссылка на презентацию. Это вот сайт с модельками, где я брал. Это плагин для блендера. И еще несколько сайтов вот этот с модельками. Здесь есть все, и модели, и материалы, и HDRI-карты. Ну, в общем, очень много всего. И сайт... Здесь тоже есть все, но самые классные здесь текстуры. Здесь прям такие редкие, качественные текстуры. Но их, правда, здесь в бесплатном доступе не очень много. А вот потом будет запись на трансляцию, скорее всего, я тоже в тележку скину. Спасибо вам большое за внимание. Возможно, у вас остались еще вопросики, пишите, на все отвечу. В каком формате 3D отдать разработчикам? Вообще есть несколько, наверное, путей. Я сталкивался реально с таким вариантом, когда передается секвенция по картинкам, то есть вот 160 картинок скидываются, 160 кадров, и они очень быстро сменяются на сайте. Ну, кстати, там очень ужатый JPEG получается, то есть их там ужимают реально до каких-то килобайт, и поэтому они очень легкие, быстро грузятся, и быстро, когда сменяются, то получается как бы видосик. Либо можно, наверное, просто видосом, и таймлайн видоса будет реагировать на твой курсор. Это уже скорее нужно у разработчиков спрашивать, как они это будут делать. Я не совсем разработчик. Спасибо, эфир был полезен, пожалуйста. По твоему мнению, анимашки стоит внедрять везде или пока достаточно, что это будет преимуществом? Ну, уже, наверное, это не совсем преимущество. Я же показывал, 50% сайтов Awards уже используют эти 3D-шки на постоянной основе. То есть это уже как бы не особо-то и преимущество. Это реальность. Ну да, Awards это прям такие крутые моднявые сайты для дизайнеров в основном. Но скоро это точно перестанет быть уже преимуществом и станет обыденностью. Да, запись будет. На Ютубе, наверное, должна выйти. И здесь на Твиче, по идее, до следующей недельки она еще будет висеть, записанная. Кстати, референсы я искал в Пинтересте просто. Ну, наверное, я же говорю, 3D обычно используется вот в каких-то концептах или в промовых штуках для каких-то технологичных таких вещей. Обычно люди со слабыми компами не ходят на сайты про технологичные вещи. Ну и вообще оптимизировать все это можно. Даже если программисты говорят, что ой, все, здесь уже ничего не сделать никак, они просто не очень хотят. Оптимизировать можно вообще все. Надо подумать как. Ладненько, заканчиваем. Всем спасибо, что пришли еще раз. До свидания.